Знаете, что это такое? Это монитор. Вот вы спросите, чем он уникален, этот монитор? Это Asus ZenScreen. Это мобильный 27-дюймовый крутой монитор. Кроме того, что вы его сейчас видите на кронштейне, да, а он идет в комплекте с кронштейном, и вы сейчас увидите все возможности этого кронштейна, этот мониторчик является 2К монитором. Это у нас моделька, вот, эта модель у нас MB27ACF 2К, 100 герцовая, 8-битная. И это еще не все. Теперь смотрите, Type-C-шечка, видите, в ноутбучек. И ноутбук работает без внешнего питания. Он вот так вот, нет, сфокусируйся. Что, да, было? Ну вот все. Видите, он работает без внешнего питания. Он берет питание от монитора. То есть мой Asus Zen ноутбук, это, кстати, тоже Asus ZenBook, это одной серии ноутбуки. Здесь Power Delivery 70 Вт, а здесь 65 нужно для питания. А теперь еще один фокус, хотите? Классный. Он, во-первых, может стоять, у него есть вот такая вот нога, смотрите, вот такая вот нога. Ну, это мы сейчас уже когда распакуем, когда почитаем про него, посмотрим, сколько, где вернее, его характеристики, нигде. Почитаем, какие характеристики заявляют, он может быть подвешен еще на вот такие вот скобы, я их разместил здесь просто как пример. Просто как пример я сюда закреплю, посмотрите, да, как это все дело выглядит. Он может еще стоять на ноге, но я могу выключить сейчас питание, просто вот взял, выключить питание, переткнуть вот этот вот Type-C сюда. И давайте вот такой вот небольшой фокус. Вуаля. Монитор может работать от питания ноутбука. Правда, он будет ограничен яркостью 85 кандел. У него стандартная яркость 300. Но этот ноутбук может работать полностью без питания в мобильном режиме от того устройства, к которому подключен. А? Кто так может? Только Asus ZenScreen. Короче, ребят, сейчас переходим, распакуем, вернее, посмотрим, что у нас там в комплекте, а потом посмотрим, что нам заявляет производитель. И я вам покажу все его особенности и, конечно же, потестируем. Что, подписываемся, нажимаем на наш колокольчик. Не, подписываемся, нажимаем на колокольчик, подписываемся на наш канал, нажимаем на колокольчик. Ссылки на него в описании под видео. Переходим. Технозон. Портативный монитор Asus ZenScreen MB27ACF 27 дюймов QHD, это 2560 на 1040, IPS экран 100 герцовый и через USB-C Power Delivery 70 Вт еще идет. А знаете, что самое прикольное? Что здесь есть 2.1 канальный звук с сабвуфером. 100 Гц, есть монитор ARM. А вот, кстати, насчет его мобильности. Тут мобильность это не про ношение куда-то, допустим, не про перевозку. Это имеется в виду, что, смотрите, на кронштейн поставить. Допустим, переворотный, кстати, кронштейн. Мне интересно, у него здесь есть крючки. Я когда первый раз смотрел, смотрите, взял за ножку, да, и понес. Ножка, поставил на ножку. Можно играть, само собой. У него, кстати, там технологии для игр очень классные. И звук прикольный. Теперь дальше. А ну давайте. Вот они, вот крючки, мое любимое. Вот просто на крючки повесил и просто класс. Дома в офисе эргономичный дизайн, мы это уже поняли. Полный комплект интерфейсов. USB-C без подключения адаптера питания. При этом яркость монитора будет ограничена 85 кандел на метр квадратный. Ну это понятное дело, что без доп. Питания от USB-C он будет занижен. Технология Asus iCare. Классная тема. Фильтрация синего света, чтобы глаза не уставали. Технология Asus Flicker Free убирает мерцание. Убирает, ну это очень классно для глаз, вообще супер. А хочу посмотреть на характеристики. Смотрите, размер панели 27 дюймов, 16 на 9. Это мы уже поняли, LED-экран. Яркость типичная 300 кандел на метр квадратный, 1500 к одному контраст и 100 герцовый. Прикольно. А, кстати, знаете, что есть прикольного? Game Plus. Это у него есть ультра низкая задержка. Потом динамики 2.1 канал, 2.1 канал от 48 до 100 Гц. Очень интересный, адекватный монитор. Давайте переходим и посмотрим уже вживую на него. Я уже его даже достал. Ну, Леночка, сейчас мы вот это уберем, да, куда-нибудь так швырнем нагло, такой, лови. А теперь смотрите, сам по себе монитор. Антибликовый, матовый. И мы видим здесь сразу крепление под кронштейн и ножку. Вы видели ножку? Раз. И у нас он вот так вот стоит. А может крепиться на кронштейн. А еще у нас здесь по бокам, смотрите, кнопки управления. А здесь у нас, смотрите, Type-C-шечка. Вот она, Type-C-шка, HDMI, выход 3.5. Замочек Кенсингтона, то есть здесь отверстие под замочек Кенсингтона и вход под питание, под разъем питания. Есть, конечно же, колоночки. Но под какой кронштейн? Да вот он.
В комплекте есть кронштейн. При этом кронштейн двухуровневый. Он может быть откручен, перевернут и под толстый стол сделан, чтобы вы понимали. Вау, смотри, он еще и с изменяемой этой. На пружине. Да ладно, слушай. Первый раз такое вижу, я много кронштейнов переделал. Универсальное крепление кронштейна. Именно под универсальное крепление под этот монитор. Вернее, специфическое крепление, господи, не универсальное. Специфическое под этот монитор. Это мы убираем. Блок питания на 120 ватт. Дальше у нас есть, ну, Type-C кабель нам пока не нужен. У нас есть даже крючки. Вот, смотрите, вот такие вот крючки, которые мы с вами уже, в принципе, видели на чтении. Не, вы сейчас увидите на чтении, я вам покажу, как оно крепится. То есть он может подвешиваться на крючки. Это у нас кабель питания, и все, в принципе, больше ничего нет. Давайте я его сейчас замонтирую, а потом мы уже будем его тестировать дальше. Начнем именно с возможностей самого кронштейна. Отодвинем чуть мой ноутбук. Смотрите, кронштейн очень прикольный, и он очень высококачественный. Крепится на столешницу, и он регулируется, смотрите, по высоте. У него есть вот такая вот штука. Он может регулироваться по выносу, то есть он может сюда, вот таким вот образом, вот таким вот образом. И сам по себе монитор может регулироваться в разные стороны. То есть это очень удобно. У него достаточно интересное крепление у этого монитора. Снимается очень просто. Ну, я сейчас, смотрите, вам показываю. О, раз, и все, и он снялся. Видите? Для того, чтобы его одеть назад, вы просто взяли, там видно, лисичка? Вот так вот взяли его и вставили. Все. Все, у вас мониторчик обратно на кронштейнчике. То есть кронштейн, вы поняли, давайте его снимем с кронштейна, посмотрим, как он на ноге может стоять. Теперь мы с вами видим его именно на столе. Очень классно можно менять угол наклона вверх, вниз, то есть можно в самое верхнее положение, в самое нижнее. И смотрите, как у нас все это дело устроено. Хочу проверить и звук, и изображение сразу на нем. Давайте мы туда перенесем наше видео. Звук, я вам скажу, не самый громкий, он не самый громкий, но... Да, это максимально. То есть это не самый громкий, но он достаточно басистый и приятный. То есть на уровне какого-то там вот бюджетного телевизора, но это намного лучше, чем, допустим, у каких-то мониторов там такого класса, да. То есть это действительно хороший звук. Если вам нужно более интересное взаимодействие со звуком, есть всегда 3.5 выход, подключили какие-то ну, грубо говоря, две колоночки, либо через HDMI можно там что-то задумать, либо с самого компьютера вывести. Но звук есть, и звук, да, достаточно неплох. По изображению, ну дай мне, пожалуйста, камеру, смотрите, по изображению углы изображения очень-очень-очень адекватные, то есть 178 градусов, я прям верю, это вот прям очень хорошие углы. Да, ой, я как на планшет тапнул, слышишь? Очень хорошие углы. Проверяем яркость. Давайте мы сейчас выведем паттерн белый. 284. Давайте пиковый поставим, слоем пик. 292, заявлено 300, вот 304. Даже чуть больше 307. Даже чуть больше, чем 300 кандел. Чуть-чуть больше. Но он абсолютно честный монитор по яркости. Это очень хорошо. За это вот прям люто плюсую. Что интересного в меню? Давайте рассмотрим с вами меню, потому что здесь очень много сюрпризов нас ждало, и мы прям нашли. Быстрое управление яркостью. Также у нас есть именно меню. Давайте перейдем в самый низ, и я хочу вам показать, какие языки есть. Для меня главное, что есть украинский, есть огромное количество китайский и корейский, есть, конечно же, русский язык. Давайте включим. И перейдем чуть назад, посмотрим сразу по настройкам. У нас есть весь сброс, есть информация 8 бит, RGB 444, полный диапазон с поддержкой VRR. Сейчас он дает зарядку на USB, показывает ватты, это на наш Asus Zen ноутбук. Теперь дальше. Блокировка кнопки, это все такое мелочи. Ключ замка, питание, индикатор питания, язык.
понятно. Настройка меню нас не очень интересует. Параметры питания. Режим производительности, либо режим энергосбережения. В режиме энергосбережения будет 85 ватт, 85 кандел. Есть Quick Fit, чтобы вы понимали. Это вы выставляете, у вас будет отображаться просто-напросто границы какого-то документа. Ну, это стандартные опции для мониторов полупрофессиональных. Это очень даже неплохо работает, я вам скажу. Давайте уберем это все. До Game Plus, потому что в Game Plus у нас есть классная тема, есть у нас прицелы. Это, тут есть задатки игрового монитора. Это прям очень-очень-очень прикольно. Смотрите, обратно переходим. Есть прицел, таймер, есть счетчик FPS, секундомер и выравнивание монитора. Я честно вам скажу, я просто удивлен возможностями этого монитора. Также у нас есть, Splendid это режимы, стандартный режим, есть sRGB, режим пейзаж, театральный, игровой режим чтения, режим темной комнаты, боже, я чуть не прочитал другое. Пользовательский режим, пользовательский у нас открывает возможность регулировки цвета. У нас есть раздел Eye Care, это значит, что мы можем здесь включать фильтр синего цвета или усиление какого-либо из цветов. Изображение, яркость, контрастность, резкость, trace-free. И есть поддержка VRR, которую мы можем включать либо выключать. Цветность, можем регулировать гамму, цветовой режим и насыщенность. Выбор входа HDMI либо USB. И, конечно же, все в параметрах. У нас есть еще Game Plus и есть, конечно же, звук. Очень прикольно. Но так как у нас есть Game Plus, давайте, может быть, попробуем на нем поиграть. PlayStation подключил, но давайте теперь поговорим по душам. Дело в том, что для PlayStation здесь будет 2К 60 Гц в SDA. HDR он не поддерживает, а VRR здесь поддерживается для компьютеров, например, для GeForce. Да? А для того, чтобы работала плоечка, нужен AMD FreeSync Premium, как минимум, да, на такого рода решениях. Поэтому, если мы пойдем в систему, допустим, пойдем в экраны видео и посмотрим информацию про подключение, то мы увидим 1440, частота 60, без HDR и без VRR. Потому что VRR здесь конкретно для компьютерных решений, есть как есть. Но при этом поиграть вы действительно можете. Звук есть, хорошо отображается и очень-очень низкая задержка. То есть у него есть вот этот режим низкой задержки, это прямой монитор, тут ничего больше нет. И минимальная постобработка. И плюс еще игровые какие-то решения. Так что для игр тоже очень даже подходит. Переходим дальше. Ну что, посмотрели? Это действительно очень все классно работает. Подходит для работы, для всего чего угодно. Хочу еще в качестве наглядного примера показать вам, как этот монитор крепится просто-напросто на эти штуки, на скобы, которые мы с вами разговаривали. Мне их негде закрепить, я вам сразу говорю. То есть, смотрите, на скобы подвесили, и у вас мониторчик висит. То есть, если у вас есть какое-то ограниченное пространство, он очень хорошо подходит для ограниченного пространства, именно этот монитор. Прям прям суперовый. Давайте подключим обратно наш мониторчик и будем делать выводы. Для графики 99% sRGB вполне достаточно подходит для нормальной работы цветокоррекции. Конечно, не суперпрофессиональный, вы не подумайте. Я не задвигаю его как на ProArt мониторы. Теперь дальше. Для игр отлично подходит. Для работы просто с документами идеально. Для просмотра контента он очень неплохо подходит. У него нормальная яркость. Почему 300 кандел считается нормальной яркостью? Потому что вы возле него сидите. Чтобы вы понимали, есть базовые телевизоры, продаются с базовой яркостью 250 кандел. Здесь 300 на мониторе. 100 Гц. Что? Да, серьезно? Ты не знала? Я тебе серьезно говорю. Мониторы есть бюджетные, телевизоры есть бюджетные с базовой яркостью 250 кандел. Серьезно. Мне не хватает в нем HDR, но это уже такие мелочи. Но за этот весь комплект, за его организацию, за его мобильность, за возможность работы от USB Type-C, либо питать мой Asus Zen через USB Type-C, у меня получается охренительный комплект. У меня получается Zen ноутбук, который полностью с ним совместим. И я его именно для этого брал. С собой возишь, с собой носишь, перемещаешь дома, на работе. Мои рекомендации есть. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.